Нажимаю начать. Хорошо. Да. Так, сейчас, секунду. У нас почему-то сбой вот здесь произошел. Так. И вот так. Сейчас, секунду. Да, есть. Так. Все. Нет, почему-то опять перепрыгиваем. Да, теперь нормально. Сейчас я еще тоже, наверное, скину в тетрадь. Открытый доступ, да, все нормально я сделала. Я молодец. Ссылку тоже сюда. Так, готово. Дорогие друзья, Ирина, а у вас на экране нас двое или... У нас двое, вы и я. Потрясающий глюк. Почему-то сегодня Zoom решил нас по одной показывать. Ну ничего, какая разница. Кто говорит, того видно. Сейчас последнюю сделаю я все-таки попыточку. Так, провернуть. Ну, если не получится, то не получится. Что поделать? Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире канал «Блондинки». И сегодня с нами долгожданная Ирина Астрофинти. Не виделись просто ужасно давно мы друг с другом. И, в общем-то, тем много за это время, естественно, накопилось. И есть совершенно горячие события, которые произошли неожиданно для большого круга людей, но не для Ирины, конечно же, потому что на самом деле Ирина больше месяца назад уже говорила, я это видео запостила и здесь в сообществе, и у себя в телеграм-канале в тетрадь, и в нашу группу Блогбенд. Ирина говорила, что Джонсон должен уйти, что самое благоприятное время для этого будет июль. Еще Ирина сказала такую фразу, которая для меня лично очень интересная. Видео вы можете найти, вот как я уже перечислила, и здесь в сообществе, и в тетради. Ирина там дает такую формулировку, но вот в июле, как пришел, так и уйдет. Ирина, то есть получается, что есть вот такая вот некая цикличность. Вот для меня лично эта ваша фраза, она прям так хорошо засела. То есть, значит, есть начало и конец, и эти даты, они должны как-то между собой совпадать по каким-то признакам. Ну, если будем говорить о начале и конце, вообще сама астрология – это же наука о циклах. Соответственно, когда-то что-то начинается, когда-то что-то заканчивается. Начало – это всегда первый дом. Все начинается в первом доме. Как бы первый градус Овна – это начало. Все заканчивается в последнем градусе Рыбы – это как бы умирание. Для чего? Для того, чтобы заново возобновиться. Но именно у Джонсона есть такая особенность, если вы посмотрите. Просто так получилось, что я предсказала, я не помню в каком году он потерял должность министра, он был министр иностранных дел, по-моему, году в 2017, он, по-моему, ушел, и, наверное, в 2018 опять начался. Или в 2018 ушел, ровно июнь-июль, этот период, если вы посмотрите, он уходит, и ровно через год он становится на должности. Еще тогда я сказала, что он уходит, чтобы стать премьером, а сейчас, соответственно, прошел там сколько, 4-5 лет, он пробыл премьер-министром, и его уходят с этой должности. Вот лично у него такая особенность карты. Давайте посмотрим. Я сейчас открою его карту рождения. Он родился 19 июня, и вот он становился на должность каждый раз июнь-июль в это время. Уходил, становился, уходил, становился. Это его особенность карты рождения. Вот так вот было.
Именно для него это свойственно. А так вот, например, из таких циклических моментов, вот очень часто люди говорят, люди часто умирают вокруг своего дня рождения. Это тоже вот этот момент как раз. 12-й, первый дом, переход, это из-за этого. Да, вот, кстати, в моем случае, скорее всего, так и получится. Я так люблю дожди, я родилась я в ноябре, это прям мое любимое время, когда тучи, дождь, прям я готова к любой цикличности в этот период. Ирина, Джонсон сейчас пытается удержаться в кресле до октября месяца. На мой личный взгляд, особенно смотря на то, что он вытворял во внешней, да, политике Великобритании, ну, как бы было понятно, что, конечно, ему вот после всех этих скандалов, да, и после разочарования британцев в медицине и в правительстве, после всех жестких локдаунов и прокалывания насильного медработников, естественно, ему надо было как-то ухватить гребень волны. И вот, видимо, это и произошло, да, вот с начала марта, с конца февраля, с начала марта, и он вел такую очень, в общем-то, жесткую политику, уже теперь есть физические последствия, есть поставки там и вооружений на границе, и, в общем-то, все это было, ну, под его руководством выполнено. На мой взгляд, если уже ты ушел, наверное, надо уходить сейчас, потому что все, что вот он начал во внешней политике, да, как я уже сказала, оно сейчас материализуется, это будет продолжаться. И, возможно, к октябрю уже будут последствия, которые кто будет, ну, которые в итоге навесят на него. То есть он такая немного Меркель-2, да, потому что сейчас, например, в Германии во всем обвиняют Меркель. Почему он сейчас не уходит? Просто вот встал и ушел, пускай дальше сами разбираются. Но я предполагаю, всему виной затмение, которая будет у нас как раз 25 октября, а потом 7-8 ноября будут затмения, и для него это затмение будет на его позиции Луны. Я думаю, всему виной вот эти затмения. То есть он хочет остаться, ну, как бы до затмения, и плюс к этому обратите внимание, что есть как минимум еще одна страна, в которой такая же ситуация. Ушел, сейчас скажу как, ушел у нас Нафтали Беннет неделю или 2 недели назад. Нафтали Беннет ушел с позиции, там произошло опять, у них часто в Израиле это происходит, да, как бы конфликт, не сошлись, и пришел новый премьер-министр, бывший министр иностранных дел, Яир Лапид. Вот он пришел ровно там неделю-2 недели назад, совсем недавно. И если вы посмотрите, у них тоже вот эта смена правительства назначена на октябрь-ноябрь, когда будут затмения. Если вы посмотрите, я специально в группу скинула, посмотрите, сколько как минимум солнечных этих весов у нас сейчас. Это Яир Лапид. То есть те, которые сейчас прям на это. А у них на позиции их Солнца идет планета Кету. Вот именно сейчас. Это выборы в Израиле, новые, парламентские, Яир Лапид. У него прям, по-моему, затмение совпадает с его днем рождения. То есть, по идее, это должно быть что-то типа потери позиции. Или, например, ну, то есть, скорее всего, должен потерять позицию. Дальше, та же самая Ксения Собчак. Опять я говорю, что что-то с ее мамой. Это Билл Гейтс, это Нихаммер в Австрии. То же самое в это время. Это у нас... Да, простите, хочу еще один момент. Обратите внимание, кого прочат на должность премьер-министра. Есть, что Тереза Мэй, а есть идея, что будет совсем другой человек. Он выходец из Индии, то есть он женат на дочери главы компании Infosys, это IT-компания, по-моему, это он. То есть он напрямую связан с Индией. Такая очень интересная ситуация, потому что есть напрямую связь с Индией в США, где тоже оба, и премьер-министр, и президент,
солнечные весы. То есть мы видим сейчас, да, сейчас идет вот такая активная схватка солнечных весов. Перечисляю еще раз. Это Яир Лапид, это ну я все-таки скажу про Ксению Собчак, да, это Билл Гейтс, это не Хаммер, это у нас Ван И, иностранные дела в Китае. Китае. Это вот недавно, я правильно понимаю, что Оксану Сергеевну Макарову уволили совсем недавно? Это она распространяла. Не она случайно распространяла, что там всех шпекали и так далее. Сейчас я вам скажу. Это была Денисова. Денисова. Это финансовые. Окей, ошибка. Это у нас Соловей. Это... Просто я их не всех знаю, соответственно, я говорю тех, кто знает, да, кого знает. Это Камала Харрис, это у нас Биби Нетаньяху тоже, это Гордон тоже, это у нас, ну, мы уже говорили и про Тимченко, и про, как его, ну, который потерял все, вмешивался все в дела. Абрамович. И про Абрамовича, да. Следующее, мы пока по политикам. Амит Шах в Индии. Это очень серьезная фигура, следующая после Моди. А какая у него позиция, Ирина? Тоже солнце в весах. Солнце в весах. Это... А политическая вот относительно всего, что происходит у него? Ну, они у нас же здесь проблема с ситуацией как бы религиозной. У нас большая проблема. У нас недавно, на той неделе или неделю назад, то есть через неделю, как, ну, скажем так, отрезали верхнее говорильное устройство, ну, полностью, да, где глаза и все, отрезали двум, что ли, ну, мусульмане отрезали. Понятно. У нас с этим проблема, да, здесь. Так, дальше, что? Это и Рухани. Это отрезали. Да, у нас все, да, ухудшается ситуация. Так, еще. Абрамович уже говорила, там вообще затмение на его дате рождения. Дальше. И обращу внимание, есть еще один игрок, это Чарльз. Принц Чарльз. У него тоже день рождения будет в районе затмения. 14 ноября, 7-8 будет затмение, вот у него 14 ноября. То есть все идет, вот как там глубокие там перестановки идут. Обратите внимание, он именно сейчас взял часть власти. Ему вот совсем недавно королева передала часть своей власти, совсем недавно. Вот. Сейчас, если есть еще какой-то политик... И получается, Ирина, что вот эти все люди в период затмения, да, у них будут происходить какие-то перемены, и, судя по всему, они связаны, да, друг с другом. И люди, и те события, которые вот нагнетаются. Ну, то есть, да, потом Ван Ханин, это у вас или это по-моему, Голландия, да? Наверное, да, нет, не у нас. А вот Де Крор, это, да, это точно Голландия, Нидерланды. То есть потом я, кстати, это и Хиллари Клинтон. То есть в нашей части это Бортников. Да? То есть очень много политиков, у них сейчас будет затмение на их позиции Солнца. И чего Поэтому... И хорошо, и чего же тогда может ждать Джонсон? Вот этих вот перемен? Ну, я думаю, да, что он что-то ждет, что будет вот как раз в октябре-ноябре. Да. Я думаю, что что-то там. Та же самая вот Санна Марин, Финляндия, то же самое. Она тоже весы по позиции. А как может затмение вот вы сказали, что это знаки солнечные, да, что вот их отменяет. А как на них затмение влияет? На солнечных позор. Позор.
То Ну, есть либо как-то. То есть мы, соответственно, можем, что что-то произойдет. Там с Анной Марин, Финляндия, да, что Финляндия сейчас делает? Ага, да, понятно. Вот. Провоцирует. Ну и вот, вот, грубо говоря, сейчас надо понять, кто такой Сооронбай Жээнбеков сейчас, тоже, скорее всего, это президент, а это бывший киргиз. Ну вот, то есть, еще вот, кстати, я пока искала информацию, по Литве у них, видимо, очень большая проблема с деньгами. У них просто вот такая, их зажали сейчас, Литву, я думаю, что у них очень большая проблема, у Литвы. Мгм. Просто какая-то феноменальная, ну я вот предполагаю, что тут какая-то очень большая проблема, в первую очередь с деньгами. Материально, наверное, очень плохо. И ближе вот с зимы будет ухудшаться. То есть Мгм. вот, ну, скажем так, вот от сейчас где-то еще год должно, наверное, как-то быть плохо. Ага. Я нашла здесь, нашла, значит, детали по поводу Чарльза. Впервые за десятилетие королева Елизавета II сложила большое количество обязательств, изложенных в отчете о суверенном гранте. В последнее время Елизавета II все чаще пропускает важные мероприятия из-за проблем со здоровьем и мобильностью. Так, в начале 2022 года принц Чарльз впервые открыл заседание парламента без своей матери. По данным Да, СМИ, королева мгм. считает, что будет он править недолго, и вскоре на британский трон зайдет принц Вильям, который вместе с Кейт станет лицом монархии. Есть вот такое вот мнение, которое выражает британские СМИ и приписывают его королеве. Ну вот здесь, ну, понимаете, вот, то есть у него видно, что топ может быть, например, к марту месяцу, да, вот где-то там, да, то есть вот от затмения, скорее всего, вот что-то здесь будет на следующий год, полгода происходить у него, видно. То есть где-то, например, там, сейчас год опять, у него что-то будет активно меняться. Мгм. Статус и так далее, да, у него видно, но не факт, что прям в супер позитивную сторону. То есть, может быть, за ростом падения, я предполагаю так. Ну вот он оказался в центре скандала. Это вот информация 27 июня. Газета Sunday Times сообщила, что он в течение 5 лет принимал наличными крупные суммы у бывшего премьер-министра Катара, шейха Хамада бен Джасима. Деньги суммы около 3 миллионов евро передавались во время частных встреч в период с 2011 по 2015 год и затем начислялись на на счета благотворительного фонда принца. И проблема в том, что Хамад бен Джасим признавал, что пока был премьером, Катар, вероятно, спонсировал террористическую организацию Аль-Каиду, но без его ведома. Да, и еще один момент, вот я хочу обратить внимание. Сейчас есть еще один конфликт. Этот конфликт, опять же, с премьер-министром Джонсоном связан. С тем, что Джонсон был у одного из наших олигархов, Лебедева. У него есть сын, им принадлежит Independent. И вот он встречался с Лебедевым в 2018 году, когда, да, тогда, получается, в 2019 он стал премьер-министром. То есть в 2018, по-моему, году он встречался с этим Лебедевым в Италии на вилле его сына. Если вы посмотрите по передвижениям Елены Перминовой, они же больше не возвращались в Италию. После Она этой... там максимум, нет, не после этой, после того, что вот нас А, закрывали там. Она ездила в Италию и так далее, но по факту они ни разу в Лондон, по-моему, не возвращались. угу. И не особо они выезжают с территории, вот где мы находимся. Не особо они выезжают, там где-то Мальдивы, туда-сюда, но не особо они выезжают. По-моему, он тоже или Скорпион солнечный, могу ошибиться, да, или Скорпион, или Весы. У него тоже там как-то день рождения.
То есть можно то предположить, раз они не выезжают в Европу, в Великобританию, то можно предположить, что если были какие-то договоренности, это вполне возможно в связи с недавними событиями, они рассыпались. здесь я не знаю насчет какие договоренности, что рассыпалось, но, видимо, то есть они не вернулись в Лондон. Мгм. То есть по какой-то причине, когда вот это вот все началось, они Мгм. не вернулись в Лондон. Они не приехали в Лондон. Вот на что стоит обратить внимание. Хотя, казалось бы, там многие вернулись, да, там как-то многие уехали, еще что-то, те же самые там поменяли свои гражданства. Здесь ничего такого не было. Они не вернулись в Лондон. Мгм. Поэтому вот интересный момент. Мгм. И вышел скандал, то есть действительно известно, что Джонсон был очень связан с сыном Лебедева, а Лебедев всегда говорил, что я был в органах разведки. Когда-то давно, потом я стала олигархом. Но с сыном он активно общался, Джонсон. А вот типа сейчас подтверждение, что общался и с папой. Именно вот в этом 2018 году, но это прям сегодняшние, по-моему, новости выходили. Вот Мгм. так вот. Так что, Ирина, еще произошло так одно. что я думаю, что еще будет. Мгм. Да. Будет, и мы тогда, получается, что мы можем ориентироваться на октябрь месяц. Я только А единственное, чего боюсь, Ирина, чтобы сейчас до октября Джонсон не успел сделать непоправимых вещей, а потом получается, что он уйдет, ну и полетят ему в спину камни. Всем, кто пострадает от этого замеса, легче же не будет. Вот А вы единственное. же обратите внимание, насколько я понимаю, в Израиле сейчас из-за того, что произошла вот эта смена, они не имеют права начинать никаких там ты. У них же какое-то ограничение, когда вот эта вот смена происходит, не все решения имеют право приниматься. И, возможно, в Я думаю, что Великобритании и тоже здесь есть тоже есть такое. какой-то момент, что не все решения имеют право приниматься. Ну, это логично, более чем. Да. Ам, Возможно, его останавливают именно этим моментом. Вот, опять же, вот смотрите, опять у кого еще? Руководитель, один из руководителей Финляндии. То есть на самом деле в Финляндии прям, наверное, сильный какой-то замес. У них все руководители под возможным падением. Ирина, ну, наверняка не все готовы взять и впустить в свою страну чьи-то военные базы. И, возможно, есть еще кто-то, кто помнит, что означает слово дипломатия, и, может быть, готов на попытку хотя бы разрешить вот эту нагнетающуюся ситуацию путем дипломатии. Ну, может быть, не знаю. Хотелось бы в это верить, что такие люди еще остались, по крайней мере. И митрополит Ануфрий, я так понимаю, что это митрополит Украины, да? Угу. И у него тоже? Тоже. И у него тоже такая же позиция. Поэтому на самом деле это вот только то, что как бы я насобирала. Угу. Я думаю, это. Обратите еще одно внимание, я вот обращу. Вчера или позавчера умер руководитель ОПЕК. Только Да. собираются натовцы, собираются и говорят нам, мы будем ограничивать. И на следующий день он умирает. Угу. Да, совершенно уже неприкрытые вещи происходят. Ничем. Даже фигового листочка не найдешь. Ну да, вот. Так что очень вот такой тоже интересный момент. А нового уже они уже поставили в А ОПЕК? я не знаю, нет, наверное. То есть они, понимаете, обратите внимание, они подвесили все. Израиль подвешен, М? ОПЕК подвешен. То есть получается сейчас между царствие и невозможно ничего делать. Получается то же самое в подвешенном состоянии висит Великобритания, скорее всего. Но опять в подвешенном состоянии, наверное, что-то можно принимать, за что потом на любых скидывать ответственность, а что-то можно и... То есть невозможно сделать. Я думаю, что так. Так, и еще я обращу внимание на эти Ты скрижали включен. Джордж. Да.
Сейчас я сделала карту, но сейчас. Ой, Ирина, а можно вы пока карту открываете, можно я зачитаю эти 10 заповедей? А вы уверены, что это хорошая идея? Да. Потому что, знаете, что мне кажется? Мне кажется, что они вот своим существованием, да, подтверждают такое выражение «дьявол в деталях». Первое. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой. Да? Ну, такая как бы очевидная ложь, ее уже 100 раз опровергали. 2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразие человечества. Да, что значит многообразие? Человечество, оно такое, ну, двуобразное, да, есть женщины, есть мужчины, это как бы такая самая главная история, которая должна быть. 3. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество. Ни один новый живой язык не может объединить, на мой взгляд, человечество, потому что в языке содержатся культурные коды, и только изучая культурные коды друг друга, уважая их, принимая их, мы можем объединяться. Другого пути к этому нет. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных. Им подобных, на мой взгляд, лишнее. 5. Пусть справедливый закон и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. От кого и справедливый к кому? 6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд только общенародные проблемы. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела. Но тогда надо определить сначала возможность решать внутренние дела, потому что на территории многих стран проживают просто сотни разных наций и с этим национальностей. И с этим тоже надо что-то делать. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников. Ну, почему, если даже небольшая проблема, и суд может ее решить, вместо того, чтобы возникал лишний конфликт между людьми, то пусть решает. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями. Личные права и общественные обязанности. Ирин, мне кажется, личное право человека – это быть счастливым в первую очередь, и обязанность у него есть перед семьей, это первое. 9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремитесь к гармонии с бесконечностью. Ну, жить когда? Предлагаю все-таки жить и радоваться. Не будьте раком для Земли, природе тоже оставьте место. Мы не можем быть раком для Земли, Земля дана нам Богом, и все, что на Земле, тоже дано нам Богом. Вот такие, в общем, замечательные скрижали были наконец-то взорваны. И, Ирина, у меня есть к вам только вот один единственный такой вопрос. Люди рады, да, потому что вопросов слишком много к этим заповедям, особенно к самой первой, но смотрите, раньше можно было там всегда подъехать, да, и прочитать вот это свидетельство, значит, про 500 миллионов. И подумать, а почему нам вакцины, да, там какие-то сейчас раздают. А теперь больше этого свидетельства нет. Ну, я тут скажу только одно, да, то, что вот я могу как астролог сказать. Давайте. Как астролог я могу сказать, в 12 доме Раху. То есть вот получается, что, так сказать, получается, что 2020 конец, 21 это должно было цвести, выполнилось, как бы работа, и Раху зашел в 12 дом, ушло в тень. И оно ушло в тень. Вот так. Угу. Как астролог. Я могу это сказать только как астролог, правильно? И как раз Марс сейчас тоже в 12 доме. То есть Марс и этот в 12 доме. Поэтому такое событие и произошло. Ну, оно поворотное, Ирина, как вы считаете, оно действительно явилось таким, ну, как бы выходом определенных обстоятельств снаружи? Это действительно прекращение чего-то? Это действительно какой-то такой вот, ну, такой флаг определенный, который теперь человечество вывесило? Я ж не знаю. Астрология – это наука о циклах. Хорошо. Что-то начинается, что-то заканчивается. Поэтому… Вот те события, которые вот сейчас начинаются, оно же сейчас… Какой-то новый этап.
То есть мы переходим, не забудьте, что там же еще коллайдер стал крутиться ровно сейчас. Да, еще коллайдер стал крутиться. Вот, поэтому, наверное, вот пошли какие-то события. Ирина, вы верите, да, что он может менять энергетику? Ну, говорят, что да. А я ж откуда знаю? Говорят, что да, может менять. Вообще очень многим людям не нравится этот коллайдер. Да и непонятно Ну, ничего, они так все это описывают, да, что, ну, в первую очередь, что ты понимаешь, когда ты читаешь там какой-то отчет или какие-то там их надежды или их прогнозы, то ты понимаешь, что к тебе лично вот эти там супероткрытия вообще никакого отношения не имеют, потому что ты даже не понял, что там, собственно, они. Открыли они, закрыли. ну, они же как... все время же говорят, что для блага человечества, а не факт, что вы относитесь к тому человечеству, да, может быть, это для блага человечества, которое было 1000 лет до этого или 1000 лет после, ну, вот это же какая-то масса, может быть, они, если они какие-то там, знаете, змееголовые, может быть, для них это благо, может быть, еще для какого-то человечества благо, это же непонятно для какого человечества. Поэтому нас лично из-за того, что как это, все в России принадлежит кому? Народу. Какому народу? Возможно, тому самому, который ходит и стукаются об стены, да, и плачут из стен. Какому народу это все, для какого человечества это благо? Но я знаю, что как раз начнется Кала-Сарпа, по-моему, вот где-то ближе к октябрю начнется Кала-Сарпа, и все больше и больше планет будет с одной стороны, и вот как то, что у нас было где-то с зимы до апреля, будет этой зимой опять. Угу. Поэтому... То, что с зимы до апреля было... Ну вот то, что нас вот так вот трясло активно, это начнется опять. Трясло. Ну, я вам не могу сказать, когда точно, да, сейчас я не готова сказать, я вот просто Ирина, хочу обратить... Ну дата же понятно, если затмение в октябре, да, вы сказали? Нет, должны все планеты просто перейти, просто все планеты должны перейти. Ну, получается, что примерно, наверное, с конца октября, да, мы почувствуем? Ну, наверное, с ноября, вот как раз с ноября где-то, я думаю, что с ноября. Понятно. Я сейчас могу посмотреть уже, сколько будет планет, весы. Да, получается затмение, да, они, видимо, готовятся, да, нет, Марс будет, нет, Марс не дает, значит, нет, значит, зимой там. Нет, значит, ближе к весне будет какой-то проблемы. Тут Марс не дает, Марс ушел за пределы, не дает этот колоссар. Он не будет... Да, Марс будет в этот момент. Знаете, как я думаю, Марс надо будет... Ну, короче, знаете как, я скажу. На Новый год. В районе Нового года. Вот там, скорее всего, там будет. Ну, вот такой момент. Понятно. Вот я предположу. А, кстати, обратите внимание, сейчас очень какой-то тяжелый период у семьи Кардашьян. Правда? А что там они? Не знаю, но у них будет тяжелый период. Хорошо. Все понятно, последим. Можно фразу, вот уж раз уж мы о коллайдере, просто вдруг у нас есть зрители, которые смогут объяснить, что там происходит. Открытие новых типов тетракварков и пентакварков и изучение их свойств поможет теоретикам создать непротиворечивую модель, описывающую поведение устройств экзотических адронов, природа которых пока не до конца изучена. Кроме того, эти сведения также помогут нам лучше понимать поведение обычных берется в скобки, элементарных частиц.
частиц. Дорогие зрители, если кто-то понимает, что там происходит, напишите, пожалуйста, об этом. Вдруг у нас есть А физика. получается ЦЕРН, сейчас, подождите, сейчас я посмотрю, 29 раз, ну, чтобы 29, я вам, посмотрю, если есть про ЦЕРН, 29, где я уже потеряла. 29, нет, не пойму, куда я делала только что, хотела посмотреть про ЦЕРН. Да, ну, времени. Не могу. Все, скрываю информацию. Все так, Не все. могу. Да, ну тогда в Не, у меня следующий просто куча всего открыто, поэтому думала одно, а уже куда-то Ирина, спасибо убежала. вам большое, что вы так оперативно вышли. Может быть, сделаем еще тоже по следующие дни. Я могу и утром, и днем, просто сейчас мне надо доехать до Мюнхена на встречу. Отменить я ее не могу, потому что она больше нужна мне, чем, чем те, к кому я еду. Я еще быстро зачитаю. У нас ребята вот к нам присоединились. Чугуевский Денис, всем привет. Сейчас вместе, это когда я спрашивала, как нас видно. Dear friends, здравствуйте. Свит, солнце в весах в падении, а кету этому способствует еще больше. О, как. Ева, добрый день, Анетта. Ева, добрый день. Рома Рассен, здравствуйте, добрые люди. Рома, здравствуйте. Дмитрий Рашевский с нами, добрый день. Алюша Кумбха, добрый день, долгожданный эфир, здравствуйте. А если вдруг я не увидела еще какие-то сообщения, я прошу меня за это. Да, и вот обратите внимание, есть предположение, что следующим премьер-министром, да, говорят, первый, вот когда Джонсон сказал, хорошо, я ухожу, да, сказали о следующих людях, о Риши Сунак. Риши Сунак, это, я уже сказала, он выходец, насколько сейчас я быстренько посмотрю, да, это опять же, индийский выходец, каких-то индийских, это, по-моему, у него жена, да, дочь главы Инфосис, вот. Сейчас супруга, да. Нараян Мурти, вот, то есть это получается индийское. Обратите внимание, один из руководителей Великобритании, возможно, станет выходец и напрямую связан с финансами в Индии. Та же самая, сколько связанных с Индией сейчас этих глав корпораций IT. Сколько, та же самая, возможный президент США, опять же, выходец там, в втором поколении из индийской семьи. Обратите на это внимание. И он солнечный овен. У него как раз было затмение около его дня рождения. Вот недавно, 2 месяца назад, около его дня рождения, там, по-моему, 15-го, 16-го было затмение, у него 12-го день рождения. То есть прям затмение было около его дня рождения, поэтому говорят, либо он, либо Тереза Мэй. Вроде как, то есть она ушла, поставили Джонсона, Джонсон что-то натворил, кучу всего, то есть все самое неприятное сделал, и, возможно, Тереза Мэй вернется. Ну вот Риши Сунак, вот я обращу внимание, что он напрямую, то есть Инфосис – это очень большая компания. Опять же, кстати, место рождения Майсур – это опять же вот здесь Южная Индия. Точно так же у этой связь с Южной Индией идет. Тереза Мэй, но она же 56-го года рождения. Ну, а что? Ну да, в принципе, после Байдена уже в принципе, уже, а что, действительно. Ну что? У нас половина руководства как бы такие старенькие, да. Вот, кстати, Даля Грибаускайте, тоже 56-го года. Она, по-моему, финансы возглавляет. На самом деле их очень много. Сейчас, если есть Тереза Мэй у меня в списке, но она была раньше, но могла затереться. Вот, Тереза Мэй, давайте посмотрим ее позиции. Вот. Там Джина Хаспел, пожалуйста, то же самое. Вот. Нет, она лев. Ну, если она придет, она очень ненадолго придет. Тереза Мэй. Да, она очень ненадолго.
она как раз может там уступить место. Вот так. То есть Она очень как переходная. чисто забрать на полгода. Если она придет, это забрать на полгода. Но в принципе, я бы сказала, что и вот этот вот, и тот тоже может только на полгода где-то забрать. Ну, тот может быть на год. Тереза Мэй, скорее всего, на полгода заберет. Не дольше. Ну, вряд ли на какой-то долгий срок. Вот, и еще раз, у Литвы очень плохое материальное положение. Почему-то просто какое-то нереально плохое материальное именно положение у Литвы. То есть ее там взяли вот так за жабры со всех сторон, ту Литву. Вот. Извините, что так сбивчиво, потому что, ну вот, получается, что был сделан прогноз, он выполнился, мы решили вам показать, что вот так вот. А так да. Посмотрите, сколько раз он, сейчас могу, если хотите, посмотрим сколько раз он, именно Джонсон, что он становился премьер-министром именно, сейчас, вот, он стал 23 июля 2019 года. Премьер-министр с 24 июля 2019 года. Поэтому обратите внимание, он именно как бы не так долго, до 9 июля 2018 года. Обратите внимание, как раз июль 2018 он перестает быть министром иностранных дел, июль 2019 он становится премьер-министром, июнь 22 он меняет, возможно, то есть надо ждать, конечно. Он сказал, да, что в октябре все, что он только до октября остается. Ну, вообще, конечно, если он пришел в 2019 году, и тут же началось вот это вот все, да, тогда, наверное, неудивительно, что он старался куда-то выйти, выпить и потанцевать. Я его никак не оправдываю, но теперь, конечно, связь видна на лицо просто. И в Токио только что объявили, пришло по РИА новостям, в Токио только что объявили 7-я волна. Идет 7-й вал. Прям вот только что. И ВОЗ собирает экстренное совещание до 18 июля, и оно уже будет теперь касаться обезьяньей оспы, как причины для объявления опять вот этих вот там положений. В общем-то, сколько там, 30 тысяч, да, по-моему, на данный момент человек. Сейчас я посмотрю, я кидала к нам в группу, в нашу, со зрителями. Так, где же это было? Да, вот. Какие 36 тысяч зарегистрированных случаев заражения в 58 странах. Из них 80% случаев пришлись на Европу. Смертность составила 1%. Вот так вот. То есть вообще ничего. Как обычно. Все как обычно, дорогие друзья. Да, нам пытаются навязать серию номер 2. И, в общем, надо быть... Ирина, мне пора... Еще бы 2 секунды, я бы сказала, надо ждать ухода Хиллари. Наверное. Хиллари, наверное, или ее муж скоро. Да? Смена все-таки, я думаю, что это хорошо действующих лиц. Вдруг все-таки из новых у кого-то есть хотя бы один принцип моральный. Ну что, дорогие друзья, большое спасибо всем, кто был с нами. Ирина, огромное вам спасибо. Могу вообще с вами в любое время, хоть ночью, хоть в 5 утра. Вот, да. Так что...